Как из горы мусора, американцы создают идеально белую бумагу за считанные часы. В Соединенных Штатах каждый день на заводы прибывают тысячи тонн использованных газет, картонных коробок и офисной макулатуры. Но вместо свалок этот мусор проходит через процесс, который больше напоминает научную фантастику. Старые коробки из-под пиццы превращаются в премиальную офисную бумагу всего за 8 часов. Гигантские машины размером с трехэтажный дом перерабатывают за минуту столько макулатуры, сколько обычная семья выбрасывает за 10 лет. А технологии, которые при этом используются, заставят вас пересмотреть отношение к каждой выброшенной картонке. Первым делом макулатура попадает на конвейер длиной в 200 метров, где происходит то, что работники называют большой охотой. Здесь стоят 20 сортировщиков, и их задача за 3 секунды определить тип бумаги и отправить ее в нужный контейнер. Белая офисная бумага летит налево, газеты направо, картон прямо. Скорость конвейера 2 метра в секунду, и каждый работник обрабатывает до 3000 листов в час. Но самое удивительное начинается, когда в игру вступают оптические сканеры. Над лентой установлены камеры с инфракрасными датчиками, которые различают до 50 типов бумаги по химическому составу. Система распознает разницу между обычной офисной бумагой и глянцевой журнальной за 0,02 секунды. Точность этих машин 98%, что в 4 раза выше, чем у человека. Дальше макулатуру ждет встреча с магнитным сепаратором. Мощные электромагниты вытягивают из потока бумаги все металлические скрепки, скобы от степлеров и даже крошечные кусочки фольги. На смену одна линия извлекает до 100 килограммов металла. Этого хватило бы на изготовление 500 новых степлеров. Следом идет воздушная сепарация. Мощные вентиляторы создают восходящий поток воздуха, который выдувает легкие пластиковые пленки и упаковку. Тяжелая бумага падает вниз на следующий конвейер, а весь мусор уносится в отдельный контейнер. Сила воздушного потока настолько точно откалибрована, что система отделяет даже тонкую пищевую пленку, прилипшую к картону. Последний этап сортировки – удаление клейких элементов. Специальные валики с липкой поверхностью прокатываются по бумаге и собирают все этикетки, наклейки и остатки скотча. Эти валики меняют каждые 2 часа, и за день они собирают до 30 килограммов клейкого мусора. После всех этих операций макулатура становится чистой на 95% и готова к следующему этапу превращения. Отсортированная макулатура попадает в машину размером с двухэтажный автобус, которую на заводе называют гидроразбивателем. Внутри этого стального гиганта находится 20 тысяч литров воды, нагретой до 60 градусов. Когда туда высыпают первую партию бумаги весом в 3 тонны, запускается ротор с лопастями диаметром 4 метра. Он вращается со скоростью 100 оборотов в минуту, создавая водоворот, который разрывает бумагу на отдельные волокна за 12 минут. То, что происходит внутри, напоминает гигантский блендер. Сила потока настолько велика, что картонная коробка толщиной в 5 мм превращается в кашицу за 4 минуты. Газетная бумага распадается еще быстрее, за 2 минуты. Температура воды играет критическую роль. При 60 градусах волокна целлюлозы размягчаются, но не разрушаются полностью. Если нагреть воду сильнее, волокна станут слишком короткими и непригодными для производства качественной бумаги. В процессе размола добавляют специальные химические вещества. Первым идет каустическая сода, 8 килограммов на тонну бумаги. Она растворяет чернила и красители, которыми была напечатана исходная макулатура. Следом добавляют перекись водорода, 12 литров на партию. Это вещество отбеливает волокна и убивает бактерии, которые могли размножиться в старой бумаге. Через специальные смотровые окна видно, как серая масса макулатуры постепенно светлеет. За первые 5 минут она становится грязно-бежевой, через 10 минут — светло-серой, а к концу процесса приобретает молочно-белый оттенок. Консистенция массы напоминает жидкую овсянку, вязкую, но текучую. На дне гидроразбивателя установлена перфорированная пластина с отверстиями диаметром 8 мм. Через нее проходят только разделенные волокна, а крупные неразмолотые куски остаются внутри барабана. Каждые 2 часа машину останавливают и удаляют эти остатки. Обычно это пластиковые окошки от конвертов, куски пружин от блокнотов и другой мусор, который не растворился в воде. За сутки накапливается до 150 килограммов такого мусора. Полученная масса, которую называют пульпой, содержит всего 3% бумажных волокон и 97% воды.
Она перекачивается в следующий резервуар по трубам диаметром 30 см со скоростью 200 литров в минуту. Пульпа течет по открытому желобу под серией электромагнитов, каждый из которых весит 400 килограммов и подвешен на высоте 15 сантиметров над поверхностью жидкости. Мощность каждого магнита — 2000 гаусс, что в 40 раз сильнее обычного магнита на холодильник. Когда их включают, раздается характерный гул, и из белой массы начинают выскакивать металлические частицы. Первыми вылетают крупные скрепки и скобы от степлера. Они буквально выпрыгивают из потока и прилипают к магниту с громким щелчком. Но настоящее волшебство начинается через несколько секунд. Из пульпы начинают подниматься крошечные металлические частицы размером меньше миллиметра. Это остатки скрепок, которые раздробились в гидроразбивателе, микроскопические кусочки фольги от конфетных оберток и даже металлическая пыль от изношенных деталей офисных принтеров. За час работы один магнит собирает на своей поверхности до 3 килограммов металла. Выглядит это как густая металлическая борода, свисающая с нижней части электромагнита. Каждые 40 минут систему останавливают, отключают питание, и весь металл падает в специальный контейнер. К концу смены накапливается до 70 килограммов чистого металлолома, который потом продают на переплавку. Но система не ограничивается одним рядом магнитов. Пульпа проходит через 5 последовательных магнитных станций. Каждая следующая настроена на более мелкие частицы. Последний, 5-й магнит, улавливает металлические фрагменты размером с крупинку соли. Его чувствительность настолько высока, что он реагирует даже на железо, содержащееся в некоторых типографских красках. После магнитной очистки пульпу пропускают через металлодетектор, такой же, как в аэропорту, только в 10 раз чувствительнее. Если прибор обнаруживает металл, система автоматически останавливается, и участок с загрязнением отправляется на повторную очистку. Это происходит примерно раз в 3 часа. Инженеры завода подсчитали, что если бы не было магнитной очистки, металлические частицы повредили бы дорогостоящее оборудование на следующих этапах. Замена одного поврежденного вала стоит $200 тысяч, а магнитная система окупается за 2 месяца работы. Самое удивительное — магниты улавливают даже немагнитные металлы. Для этого в систему встроены вихретоковые сепараторы. Они создают быстро меняющееся магнитное поле, которое индуцирует токи в алюминиевых и медных частицах. Эти токи создают собственное магнитное поле, которое отталкивает металл от конвейера. Алюминиевые кусочки буквально выстреливают в сторону на расстояние до полуметра и падают в отдельный приемник. Чищенная пульпа поступает в рафинер, машину, которая окончательно превращает бумажные волокна в однородную массу. Внутри стального цилиндра диаметром 2 метра вращаются 2 диска с ребристой поверхностью, расстояние между которыми всего 2 мм. Они крутятся навстречу друг другу со скоростью 1800 оборотов в минуту. Когда пульпа проходит между этими дисками, волокна расщепляются на мельчайшие нити толщиной в 20 микрон, это в 3 раза тоньше человеческого волоса. Процесс выделяет огромное количество тепла. Температура массы поднимается с 60 до 105 градусов за 4 минуты. Чтобы предотвратить перегрев, через систему прокачивают холодную воду по охлаждающим каналам внутри корпуса рафинера. Расход воды — 300 литров в минуту. Без охлаждения диски раскалились бы до красна и деформировались за полчаса работы. Ребра на дисках имеют особую конструкцию. Они расположены под углом 30 градусов и образуют сложный лабиринт из 500 канавок на каждом диске. Когда волокна проходят через этот лабиринт, они не режутся, а расщепляются вдоль. Это критически важно. Разрезанные волокна дают слабую бумагу, а расщепленные сохраняют прочность и при этом лучше переплетаются между собой. В процессе рафинирования добавляют крахмал — 50 килограммов на тонну сухих волокон. Крахмал работает как клей, который свяжет волокна в готовой бумаге. Его вводят в виде горячего раствора температурой 80 градусов. Молекулы крахмала обволакивают каждое волокно и создают липкую пленку на его поверхности. Следом идет добавка синтетических смол — 20 килограммов на тонну. Эти смолы делают будущую бумагу водостойкой, без них капля воды размочила бы лист за несколько секунд. Смолы образуют защитный слой, который отталкивает влагу, но при этом не мешает бумаге дышать и впитывать чернила принтера. Последний ингредиент — оптические отбеливатели. Эти вещества поглощают ультрафиолетовый свет и переизлучают его в синем спектре. Человеческий глаз воспринимает это как ослепительную белизну.
Добавляют всего 200 граммов на тонну, но эффект поразительный. Серовато-белая масса становится ярко-белой, почти светящейся. На выходе из рафинера пульпа имеет консистенцию жидкого йогурта. Если зачерпнуть ее в стакан, она медленно стекает, оставляя белые следы на стенках. Концентрация волокон увеличилась с 3 до 6%. Масса полностью однородная, в ней невозможно различить отдельные волокна невооруженным глазом. Температура стабилизировалась на отметке 90 градусов, и теперь пульпа готова к формованию в листы бумаги. Перед формованием в листы пульпа проходит через батарею центробежных очистителей, которые работают по принципу гигантской центрифуги. Каждый очиститель представляет собой конический резервуар высотой 1,5 метра, в который пульпа подается под давлением 6 атмосфер через входное отверстие в верхней части. Жидкость начинает вращаться со скоростью 300 оборотов в минуту, создавая мощный вихрь. Центробежная сила отбрасывает тяжелые частицы к стенкам конуса, а легкие бумажные волокна остаются в центре потока. Песчинки, стеклянные осколки, камешки и даже мелкие пластиковые фрагменты движутся по спирали вниз к узкому выходу в нижней части конуса. Чистые волокна поднимаются вверх и выходят через центральное отверстие. Разница в плотности позволяет отделить частицы размером до 50 микрон, это размер эритроцита крови. На заводе установлено 48 таких очистителей, работающих параллельно. Каждый обрабатывает 200 литров пульпы в минуту. Сейчас через систему проходит 570 кубометров массы. Грязь, которая оседает внизу, сбрасывается каждые 20 минут. Сутки накапливается до 300 килограммов отходов. Это песок, микропластик, кусочки стекла и минеральные частицы. После центробежной очистки пульпа попадает в флотационную установку. Это прямоугольный бассейн длиной 20 метров и глубиной 3 метра, заполненный пульпой. Снизу через тысячи крошечных отверстий подается сжатый воздух. Пузырьки воздуха диаметром полмиллиметра поднимаются вверх, и к ним прилипают частицы типографской краски, воска, клея и других гидрофобных веществ, тех, что отталкивают воду. На поверхности образуется серая пена толщиной 10 сантиметров. Она медленно движется к краю бассейна, где специальные скребки счищают ее в отдельный желоб. Пена содержит до 80% всех чернил, которые были в исходной макулатуре. За час работы система снимает 120 килограммов пены. Ее отправляют на сжигание в котельную завода, где она дает дополнительную энергию. Чистая пульпа выходит из-под пены через донные отверстия. Она стала почти прозрачно-белой. Если налить ее в прозрачный стакан и посмотреть на свет, видны отдельные волокна, плавающие в воде, как снежинки в снежном шаре. Концентрация загрязнений снизилась с 3% до 0,2%. Финальная стадия очистки – прохождение через сетчатые фильтры с ячейками размером 150 микрон. Пульпа продавливается через эти сетки под давлением 4 атмосферы. Скорость фильтрации – 300 литров в минуту через каждый квадратный метр сетки. На фильтрах задерживаются последние крупные включения – волокна синтетических тканей, волосы, нитки. На смену на сетках накапливается до 50 килограммов этого мусора, который смывают мощными струями воды каждые 4 часа. Очищенная пульпа выливается тонкой струей на движущуюся сетку шириной 8 метров, которая мчится со скоростью 1200 метров в минуту, это 20 метров в секунду, быстрее гоночного автомобиля. Сетка сплетена из тончайшей бронзовой проволоки толщиной 70 микрон с ячейками размером 300 микрон. Через эти ячейки вода мгновенно уходит вниз, а волокна остаются на поверхности. В первые 2 секунды после попадания на сетку пульпа теряет 80% воды. Она просто проваливается через ячейки под действием силы тяжести. Под сеткой установлены вакуумные боксы, 24 секции. Каждая создает разрежение в 0,8 атмосферы. Они высасывают остатки воды с такой силой, что слышен характерный шипящий звук, как будто работает гигантский пылесос. Волокна начинают переплетаться между собой, образуя тонкое полотно. Толщина формирующегося листа всего 100 микрон. Это толщина обычного офисного листа. На этом этапе бумага содержит еще 70% воды и выглядит как мокрая ткань. Если попытаться ее поднять, она порвется от собственного веса. Чтобы волокна легли равномерно, сетку встряхивают из стороны в сторону с частотой 200 колебаний в минуту. Амплитуда движения всего 5 мм, но этого достаточно, чтобы волокна распределились хаотично, без направленной ориентации.
Это критически важно. Если все волокна лягут в одном направлении, бумага будет рваться при малейшем изгибе. Через 8 секунд после попадания на сетку влажное полотно подходит к прессовой секции. Здесь его зажимают между двумя валами диаметром 1,5 метра, обтянутыми войлоком. Давление между валами 300 кг на квадратный сантиметр. Бумага проходит через зазор шириной 2 мм, и вода выдавливается в войлок, как из губки. За эту секунду содержание влаги падает с 70 до 45%. Войлочные ленты непрерывно движутся вместе с бумагой и отжимаются на специальных валах. С них льются настоящие потоки воды, 200 литров в минуту с каждой ленты. Эта вода собирается и возвращается обратно в систему для повторного использования. За сутки один завод рециркулирует 280 тысяч литров воды. Это объем большого плавательного бассейна. После первого отжима бумага проходит через вторую пару прессовых валов, где давление еще выше, 500 килограммов на квадратный сантиметр. Влажность снижается до 30%. На этом этапе полотно уже достаточно прочное, чтобы держать форму, но все еще слишком влажное для использования. Но движется дальше со скоростью 18 метров в секунду к батарее сушильных цилиндров, 48 гигантских барабанов, нагретых до 170 градусов паром высокого давления. Влажное бумажное полотно змейкой огибает 48 хромированных цилиндров, каждый диаметром 2,5 метра и длиной 9 метров. Внутри них циркулирует перегретый пар под давлением 12 атмосфер, разогревая металлическую поверхность до 170 градусов. Когда влажная бумага касается раскаленного металла, вода мгновенно превращается в пар с характерным шипением, и над машиной поднимаются клубы белого тумана. Каждый цилиндр забирает из бумаги строго определенное количество влаги. Первые 8 цилиндров работают при температуре 120 градусов и снижают влажность с 30 до 20%. Если нагреть бумагу сильнее на этом этапе, волокна сожмутся слишком быстро и лист покоробится. Средние 20 цилиндров разогреты до 150 градусов и доводят влажность до 8%. Последние 20 цилиндров при 170 градусах выпаривают остатки воды до финальных 5%. Общая длина пути бумаги через сушильную секцию — 400 метров. При скорости движения 20 метров в секунду весь процесс сушки занимает ровно 20 секунд. Это время из каждого квадратного метра бумаги испаряется 300 граммов воды. Мощность испарения всей установки — 18 тонн воды в час. Это как если бы за час высушить содержимое 90 ванн. Температура в сушильной секции достигает 50 градусов, а влажность воздуха — 90%. Работать здесь можно только в специальной защитной одежде и не дольше 15 минут. Датчики непрерывно контролируют температуру каждого цилиндра с точностью до 1 градуса. Если температура хотя бы одного цилиндра отклонится на 3 градуса, бумага высохнет неравномерно и пойдет волнами. Между цилиндрами установлены натяжные валики, которые поддерживают постоянное натяжение полотна. Сила натяжения — 200 килограммов на метр ширины. Слишком слабое натяжение, и бумага сомнется в складке. Слишком сильное, и она порвется, еще будучи влажной. Датчики измеряют натяжение 100 раз в секунду и корректируют положение валиков с точностью до 0,1 мм. На выходе из сушильной секции бумага проходит через инфракрасные сканеры, которые измеряют влажность по всей ширине полотна. Если где-то влажность выше 6%, система автоматически увеличивает температуру соответствующего участка цилиндра. Точность измерения — 0,1%. Это критично, потому что бумага с влажностью 7% будет волнистой, а с влажностью 3% станет хрупкой и будет крошиться при сгибании. С сушильными цилиндрами полотно остывает до комнатной температуры за 5 секунд, проходя над охлаждающими вентиляторами. Горячая бумага слишком мягкая для резки, она бы размазывалась под лезвиями. Остывшее полотно твердое, хрустящее, абсолютно сухое и готово к финальной обработке. Высушенное полотно наматывается на огромный стальной вал диаметром полметра. Скорость намотки 20 метров в секунду, и за 4 минуты формируется рулон шириной 8 метров и диаметром 3 метра. Вес такого рулона — 25 тонн. Это как 4 слона. Специальный кран поднимает готовый рулон и устанавливает на разматыватель, где острейшие дисковые ножи разрезают его на стандартные рулоны шириной 21 см. Точная ширина офисного листа формата А — 4.
Режущие диски вращаются со скоростью 3000 оборотов в минуту. Их края заточены под углом 22 градуса и имеют толщину режущей кромки 15 микрон. Это в 5 раз тоньше человеческого волоса. Ножи режут бумагу так чисто, что края получаются идеально ровными, без единой зазубрины. Один комплект ножей может разрезать 300 тонн бумаги, прежде чем затупится. Нарезанные рулоны поступают на автоматическую упаковочную линию. Манипуляторы оборачивают каждый рулон в 3 слоя защитной пленки за 7 секунд. Потом принтер наносит штрих-код, который содержит информацию о дате производства, номере партии и характеристиках бумаги. Система обрабатывает 120 рулонов в минуту. За 8 часов именно столько времени прошло с момента, когда грязная макулатура въехала на завод, получилось 250 тонн новой белоснежной бумаги. Этого хватит, чтобы напечатать 50 миллионов листов формата А4. Если сложить их в стопку, она будет высотой 5 километров, выше самой высокой горы Европы. Качество переработанной бумаги ничем не уступает бумаге из свежей древесины. Если бумага может достигать таких высот, то почему бы не заглянуть на наш сайт whiteori.com? Там вас ждут еще более удивительные истории и интересные статьи. Ссылка в описании. Тесты на разрыв показывают, что она выдерживает нагрузку 3 килограмма на квадратный сантиметр. Белизна по стандартной шкале 92%. Это уровень премиальной офисной бумаги. На ней можно печатать, копировать, она проходит через любой принтер без замятий. Самое поразительное, один и тот же лист бумаги можно переработать 7 раз, прежде чем волокна станут слишком короткими для производства качественной бумаги. Каждая тонна переработанной макулатуры сохраняет 17 деревьев, экономит 26 тысяч литров воды и 4000 киловатт-часов электроэнергии по сравнению с производством бумаги из древесины. Американские заводы перерабатывают 68% всей бумаги, которую производит страна. Это 46 миллионов тонн в год. Если загрузить всю эту макулатуру в грузовики и выстроить их в колонну, она 14 раз обогнет землю по экватору. Так грязные картонные коробки и старые газеты получают новую жизнь, превращаясь в белоснежные листы всего за 8 часов непрерывного технологического процесса, где каждая секунда рассчитана с точностью до миллиметра.